Зеленский согласен с условиями. Решение Украины – срочное обращение Киева к Западу. Ультиматум Москвы. Мирный план будет выброшен в топку при каком условии? В администрации Трампа считают, что Путин отвергнет документ Киева и Вашингтона. Сам же Трамп намекает на близкий конец войны. Американцы поддержали Путина. Прогноз о неизбежной потере Донбасса. В Европе звучит сенсационное заявление. ЕС отступает. Детали. Страх в столице. Путин может переиграть Трампа. С чем или с кем останется Зеленский? О чем речь? Дотянуться до Москвы. Швеция готовится к закупке ракет для удара по России. Заявление военных и обращение Берлина к Путину. Узбекистан готовится к молитве о дожде. Пенсионер утаил от жены миллионный выигрыш в лотерее и едва не сошел с ума, а женщины определились, какие мужчины им нравятся больше. Детали опроса обсудим. Об этом и не только, досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, друзья, прямо сейчас. Нажмите, пожалуйста, лайк, поделитесь видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Ракеты для удара по России собираются закупить военные Швеции. Дотянуться до Москвы – один из главных планов на случай войны между РФ и НАТО. Военные Стокгольма в новом докладе открыто заявили, им нужны ракеты дальностью до 2000 километров. И этот радиус не абстрактная цифра. От Стокгольма до Москвы меньше 1500 километров. Вооруженные силы Швеции прямо говорят, что закупка таких систем – это путь к соответствию требованиям НАТО. В документе подчеркивается, речь идет о баллистических и крылатых ракетах, способных поражать цели далеко за пределами границ Швеции. Официальный сценарий применения ракет звучит так. Россия атакует НАТО первой, Альянс задействует статью 5 о коллективной защите, и тогда эти ракеты должны останавливать дальнейшие атаки, поражая объекты внутри России, от командных пунктов до критической инфраструктуры. Дальность полета в этом случае перекрывает не только западные регионы России, но и Москву. Россия, напомню, отвергает заявление аналитиков НАТО о том, что Москва собирается нападать на территорию стран-членов Альянса. Заявление из Германии об амбициях Путина. Даже если сейчас боевые действия прекратятся, говорит глава МИД Йохан Вадефуль, имперская и агрессивная Россия останется. Это цитата. Министр считает, что Кремль в значительной степени подготовил свою экономику и общество к войне. Вадефуль говорит, что армия увеличивается, речь идет о почти одной дополнительной дивизии в месяц. В МИД Германии считают также, что эти новобранцы обращают свой взгляд на ЕС и НАТО. Берлин обратился к Москве. Учитывая стремление украинцев и всех нас в Европе к тому, чтобы наконец воцарился мир, все зависит не от кого иного, как от Путина. Он начал эту войну, и теперь он должен ее закончить. Если он хочет мира, он должен наконец проявить готовность к переговорам. Мы, Украина, Европа и США, готовы. Теперь решение должен принять Путин. Американцы согласны с Путиным, который уверен, что рано или поздно заявит о победе на востоке Украины, а Донбасс падет. Об этом говорит динамика боевых действий, и об этом пишет американская пресса со ссылкой на тех, кто сейчас участвует в переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном. CBS News также уточняет, что американцы отказались давать оценку, проигрывает Украина сейчас или нет. Американский чиновник сообщил CBS News, что президент России Владимир Путин, по-видимому, считает, что он возьмет Донецкую область так или иначе, либо в результате переговоров, либо на поле боя. Переговоры администрации Трампа в Женеве исходили из предположения, что Путин прав. Тот же американский чиновник отказался давать оценку США о том, проигрывает ли Украина войну на Востоке, но сказал, что динамика боевых действий указывает на переход Донецкой области под контроль России. Зеленский же, который по подсчетам CNN как минимум 78 раз за время Большой войны поблагодарил США за помощь, идет на условия Вашингтона. Киев согласен с мирным предложением Трампа, однако тем, которое было изменено. Понимание достигнуто, но осталось доработать детали, говорят в Киеве, со ссылкой на участников непубличных переговоров в Абу-Даби, где сейчас находятся делегации 3 стран – Украины, России и США. При этом делегации не находятся все вместе за одним столом переговоров. В Европе же делают сенсационное заявление. Евротройка решила, что не будет больше разрабатывать свой план. За основу взят документ Трампа. Заявление прозвучало из уст премьера Великобритании Стармера, который подтвердил, что Зеленский готов принять условия Америки. Похоже, Владимир дает понять, что это можно принять. Но я хотел бы подчеркнуть вопрос о любых нарушениях. Только если Россия будет верить, что мы серьезно намерены реагировать на любое нарушение, это обеспечит прочный мир. И снова, замечательно, что США в последние дни добились прогресса в подготовке этого документа.
Издание Axios также пишет о том, как делегации проводили переговоры в Абу-Даби. Туда от США был отправлен Дэн Дрискол, министр армии США и новый посланник Трампа, от Украины глава ГУРМО Буданов, а от России глава российского ГРУ Игорь Костюков. Вероятно, также участвует и директор СВР Сергей Нарышкин. Переговоры проходили хорошо, говорится в материале. Стороны договорились, что самый чувствительный вопрос территориальных уступок будет обсуждаться на уровне лидеров, между президентами Трампом и Зеленским. Обе стороны согласились, что вопросы, не имеющие прямого отношения к миру в Украине, касающиеся будущего НАТО, европейской безопасности и американо-российских отношений, будут исключены из рамочного соглашения. Внимание западной прессы также приковано к позиции России относительно мирного плана. Накануне о нем активно говорил Лавров, который дал понять, Россия не примет новый документ о мире, если он будет переписан так, как не подходит Москве. У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются, и мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами. Тогда мы будем смотреть, потому что если там будет выморан дух и буква Анкориджа, по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другая ситуация. Это означает, Россия по-прежнему требует вывода ВСУ из Донецкой области и признания Крыма и Донбасса российскими территориями, напоминает издание Financial Times, и при этом дает понять, что новый проект документа переписан не так, как необходимо российской стороне. Первоначальная версия плана, которую, по словам Лаврова, Россия приветствовала, предусматривала, что Украина должна отказаться от территории, которую она еще не потеряла в бою, а также включала другие ограничения для Киева. Но последний проект оказался менее благоприятным для Москвы, оставляя самые чувствительные вопросы на решение Трампа и Зеленского. Также издание напоминает о требованиях Путина о нерасширении НАТО и коренных причинах конфликта, о которых часто говорит Москва и без решения которых Путин не считает любые соглашения возможными. Нью-Йорк Таймс вообще пишет, что Путин отвергнет новый переписанный план. Так считают в администрации Трампа. Сам же Трамп сделал два заявления. Он подтвердил, что его мирный план был доработан с учетом предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Именно поэтому он отправляет Уиткофа к Путину, а Дэна Дрискола для разговора с Банковой. После Трамп готов встречаться с Путиным и Зеленским, но только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии. Это была цитата. Американский президент заявил: «Сделка близка к заключению». Я также завершил 8 войн за 9 месяцев. И мы работаем над этой последней войной. Это непросто. Но, думаю, мы добьемся этого. Украина и Россия потеряли за последний месяц 25 тысяч солдат. Я думаю, что мы очень близки к соглашению. Однако посмотрим. Я думал, что эта война закончится быстрее. Мы завершили 8. Я думал, что это было бы легче. Но я думаю, мы добиваемся прогресса. В Украине при этом есть страх, пишет издание Политико, если Путину вновь удастся затянуть Трампа к исходной позиции, то есть к мирному плану на 28 пунктов, то Зеленский окажется перед мрачным выбором и рядом с ненадежными друзьями. Так описывают авторы материала европейцев. Если это произойдет, Зеленскому предстоит мрачный выбор. Либо принять предложение, приготовленное Трампом и Путиным, либо рискнуть будущим своей страны, надеясь когда-нибудь получить достаточно помощи от европейских друзей. Тех самых друзей, которые спустя почти 4 года войны не отправляют ему солдат, не поставляют необходимое оружие и даже не готовы использовать замороженные российские активы для того, чтобы Украина могла закупать собственные боеприпасы. Дата встречи Трампа и Зеленского еще не определена. Такое утверждение было на момент записи выпуска, но переговоры о визите Зеленского в Вашингтон ведутся. При этом на Банковой оптимистичны, а настроение стало известно из интервью Ермака, главы офиса Зеленского. «Мое предложение – забыть о 28 пунктах», – сказал Ермак с редкой улыбкой. «Жизнь меняется так быстро, что теперь, я думаю, это в прошлом. Это замечательно, что наши партнеры поддерживают нас, слушают нас и работают над планом, который будет приемлем для Украины». Сам же Зеленский сделал заявление для Запада. Он готов к диалогу с президентом США, но считает, что европейцы должны быть рядом. И я готов встретиться с президентом Трампом. Есть чувствительные моменты для обсуждения. Они все еще остаются. И мы считаем, что участие европейских лидеров может быть полезным.
В предыдущем выпуске я рассказывал, что европейцы сейчас сталкиваются с сопротивлением американской стороны касательно участия в переговорах о мире. По крайней мере, об этом говорили сами европейские чиновники в интервью западной прессе. Как считаете, примет ли Трамп Зеленского вместе с европейцами в Белом доме и отвергнет ли новый переписанный план Путин? Друзья, время оставить комментарий, приглашаю под видео. Традиционно и неустанно благодарю каждого из вас за вашу поддержку и добрым словом, и спасибо, и лайком. Новых зрителей приглашаю подписаться, а я продолжаю. Немцы разочарованы в Трампе. 3 из 4 граждан Германии оценивают немецко-американские отношения как плохие. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на результаты нового соцопроса The Berlin Pulse. Издание напоминает, еще год назад рейтинги были прямо противоположные. 74% немцев уверяли, что отношения у Берлина и Вашингтона хорошие. Также жители Германии не особо верят, что США защитит их страну в случае военной угрозы. Теперь только каждый третий немец или 35% респондентов рассчитывает на ядерный зонтик безопасности США. В отличие от последних 3 лет, немцы снова считают Францию важнейшим внешнеполитическим партнером Германии. Так считают 46% опрошенных, тогда как США называют лишь 26%. Уже при первом президентском сроке Трампа немцы перестали видеть в США самого близкого союзника, но при президентстве Байдена ситуация изменилась. Власти Варшавы ликвидировали шатер, который сторонники Путина установили в столице Польши напротив посольства США еще летом 2024 года. Об этом сообщает газета «Выборча». Владелец палатки Анджей Закшевский пытался сопротивляться, но его отправили в психиатрическую больницу, уточняет издание. Более года сторонники Путина обвешивали палатку плакатами с призывом вывести из Польши войска НАТО, называли Путина жертвой войны, а виновниками польских политиков, якобы связанных с евреями. Снести эту агитпалатку сразу было невозможно, пишет газета «Выборча». Одна была официально зарегистрирована, однако недавно пожарные обнаружили внутри опасные для окружающих газовые баллоны, что позволило варшавским властям принять решение о демонтаже. Столица перекрыта, спецслужбы в особом режиме, беспрецедентные меры безопасности в Бишкеке, столице Кыргызстана, которая принимает саммит ОДКБ. В целях безопасности участников саммита, среди которых Путин, были закрыты школы и вузы Бишкека, их временно перевели на онлайн-обучение. В сети тем временем обсуждают кадры прибытия Путина. В аэропорту его лично встречал президент Кыргызстана Жапаров. Перед самолетом Путина расстелили красную дорожку и установили юрту, около которой танцевали девушки в ярких национальных костюмах. Также в аэропорту устроили шоу с собаками породы тайган и беркутами, которые являются символом традиционной киргизской охоты. В Кыргызстане Путин, Лукашенко, Токаев, Рахмон и Жапаров подпишут, как заявляется, более 10 решений, направленных на укрепление механизмов коллективной обороны. Общенациональная молитва о дожде. В ближайшую пятницу во всех мечетях Узбекистана будет совершен коллективный намаз аль-Истиска или молитва о ниспослании дождя. Об этом сообщает местное управление мусульман. Кроме того, в главных мечетях страны, а также в местах паломничества будет принесен в жертву скот. Мясо раздадут нуждающимся семьям, сиротам и одиноким людям. А накануне пятничной молитвы в исламских школах и университетах преподаватели и студенты прочтут книгу «Сахих аль-Бухари», которая традиционно читается во время засухи. Напомню, этот год вошел в историю Узбекистана как один из самых засушливых за последние 100 лет. Тайный миллионер Японии чуть не сошел с ума из-за денег. Пенсионер, выигравший в лотерею 600 миллионов йен, это около 4 миллионов долларов, запутался в собственной жизни, когда получил сорванный куш. Победитель решил не рассказывать о миллионах своей семье, в частности жене, опасаясь, что она не переживет такого свалившегося на них счастья. А поэтому решил тратить все сам. Втайне мужчина купил дорогую иномарку, о которой мечтал всю жизнь. Потом втайне от жены стал ездить на элитные курорты. Спустя полгода, говорит японец, эта скрытая, но богатая жизнь наскучила. Деньги уже не радовали мужчину, он стал плохо спать по ночам и начал выпивать. Отмечу, из 600 миллионов жителей Японии потратил всего 18 миллионов. Но родным по-прежнему ни в чем не признавался. После он задумался отдать выигрыш на благотворительность, но существовал риск, что об этом также узнает его жена. В конце концов, мужчина застраховал свою жизнь на оставшуюся сумму. И лишь после смерти тайного миллионера страховку получат его жена и 2 детей. По-японски его можно было бы назвать психологическим расстройством, вызванным неожиданным приобретением богатства. Он возникает не только у победителей лотерей, но и у тех,
кто внезапно получил крупные суммы благодаря успеху стартапа, наследству, азартным играм. Люди сталкиваются с серьезными потрясениями в человеческих отношениях, системе ценностей и самоидентичности, испытывают чувство вины, тревогу и одиночество. И напоследок традиционно не о политике, а на этот раз о выборе женщин. Мужчина с усами привлекательнее, чем качок с кубиками пресса. Новый соцопрос в Британии доказал, что 7 из 10 женщин предпочитают мужчину с растительностью на лице, а не с накачанным торсом. Об этом пишет Daily Mail. При этом британкам больше нравятся так называемые бунтарские усы, которые опускаются ниже уголков рта, как у голливудского актера Педро Паскаля. Эти усы заняли первое место, набрав более 1/5 части голосов. На втором месте оказались усы-щеточка в стиле Тома Селлека, и на третьем легкая щетина. Предпочтение гладко выбритому мужчину отдали всего 3% опрошенных. Авторы опроса считают, что растительность на лице моментально добавляет мужчине характер, придает ему уверенности, зрелости и легкой загадочности. И, наконец, бакенбарды «Бараньи отборы». Стиль, который носит Хью Джекман в фильмах «Люди Икс», заняли последнее место с 1%. Этот опрос показывает, что привлекательность – это не про идеальность, а про индивидуальность, добавила Линсалони. Усы рассказывают историю. Они показывают индивидуальность, и именно на это женщины реагируют. Они выбирают характер, а не количество отжиманий. Дорогие женщины, вопрос, конечно же, к вам. Каков ваш выбор, кто нравится больше? Делитесь своим мнением в комментариях. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.